Привет, дорогой любитель или же любительница индийской культуры. Первая часть индийских сериалов была хорошо принята аудиторией, поэтому мы решили приготовить для вас еще одну подборку достойных и просто замечательных сериалов. Прежде чем начать просмотр, прошу поддержать нас и подписаться на канал. Таким образом мы поймем, что движемся в правильном направлении, а вы не пропустите что-то очень интересное. И открывает нашу подборку сериал «Вторая свадьба». История двух молодых людей с разбитым сердцем. Их зовут Яш и Арти. Так случилось, что Яш вдовец, а Арти разведена. Под давлением родственников и ради счастья своих детей они соглашаются на второй брак. Уже в день свадьбы им стало ясно, что каждый из них по-прежнему любит своего предыдущего супруга и не желает новых отношений. Несмотря на это, окружающие настойчиво пытаются влюбить их друг в друга. Однако, большая и дружная семья жениха не знает всей правды о прошлой жизни новой невестки. Именно та правда, которая в любой момент может скрыться и разрушить и так непростой союз. Этот сериал – прекрасная сказка о любви и пример того, что прошлое должно оставаться в прошлом. Я гарантирую, что, посмотрев вторую свадьбу, вы не останетесь равнодушным. Джодха и Акбар – история великой любви. Многим зрителям этот сериал не понравился. Мол, сцены битв сняты низкокачественно, музыка какая-то не такая, игра актеров подкачала. Но я вынуждена возразить. Все выглядит настолько натуралистично, что невольно вживаешься в этот созданный мир, начиная сопереживать героям истории. Действие разворачивается в 16 веке на территории современной Индии. И повествует сериал, конечно же, об истории любви хладнокровного и жестокого правителя империи и чуткой принцессы по имени Джодха. Приятно, что главная героиня умна и добра, прекрасно танцует, поет, фехтует и даже стреляет из лука. Ее индивидуальность очень сильно подкупает. Да, возможно, события, происходящие в сериале, немножко сказочные, но это впечатление не портит, а даже создает некий шарм. И несмотря на то, что в сериале почти 600 серий, я бы назвала его достаточно динамичным. Частенько бывает такое, что в сериалах сюжет замедляется, и ты устаешь ждать новый поворот событий. Так вот, в Джодха и Акбар почти каждую серию что-то происходит. Да и сериал плюс ко всему еще основан на реальных событиях. В общем, рекомендую. «Женская доля». Сериал знакомит зрителей с двумя привлекательными и умными сестрами. Старшая из них Прагья, стеснительная и сдержанная, а младшая Бульбуль трудолюбивая, честная и всегда старается помогать тем, кто нуждается в поддержке. Прагья – успешный преподаватель в колледже. В силу семейных обстоятельств она была вынуждена выйти замуж за знаменитую рок-звезду Абхи. Она его вовсе не любит, потому что они совершенно разные. Абхи любит деньги, свободу и желает независимости. Прагья же, несмотря на умение слушать и слышать, чересчур сдержанная в проявлении своих эмоций. Сюжетов, неожиданных поворотов и интриг здесь масса. Юмора и своеобразных шуток тоже хватает. Здесь вообще все комично, начиная от реплик и заканчивая ситуациями. Несмотря на то, что сериал несколько затянут, смотреть его от этого меньше не хочется. Уж очень интересно узнать, чем же наконец закончится эта череда интриг. Как назвать эту любовь? Это особенный сериал, имеющий большой успех как в Индии, так и за ее пределами. Перед нами история сложных взаимоотношений и очень разных молодых людей. Арнав Сингх – это молодой успешный предприниматель, который в свои 26 лет сумел не только построить бизнес, но и затмить всех конкурентов, подчиненных и даже членов семьи. Он высокомерный, жестокий, во многом даже жесткий и не прощающий чужих ошибок. Единственный человек, который имеет доступ к его тщательно скрываемым чувствам – его старшая сестра Анджали. Она же его слабое место. Человек, ради которого он готов на все. Кхуши Кумари Гупта – девушка 19 лет, добрая, очень живая и веселая, иногда немного сумасшедшая, но при этом очень умная и даже мудрая не по годам. Она очень любит свою семью и мечтает встретить свою любовь. Арнав же хочет прожить свою жизнь согласно четкому плану, только умом, трезво и расчетливо делая шаг за шагом. Но у судьбы другой замысел, поэтому они вновь и вновь сталкиваются с лбами, или, вернее, сердцами. Этот сериал о настоящих, искренних чувствах, без пошлости и клише. Агрессивно рекомендую к обязательному просмотру абсолютно всем. Согласие. В центре сюжета два брата.
Две совершенно разные личности: консервативный и ответственный старший брат Асад и веселый, но легкомысленный Аян. Судьба распорядилась так, что их семья разделилась, и они оказались по разные стороны баррикад. Храбрая, отзывчивая красавица и совершенно посторонняя девушка по имени Зоя оказывается между двух огней. Какие же тайны могут скрываться в этих жизнерадостных глазах? Смогут ли три столь отличающихся друг от друга человека найти общий язык и воссоединить свою семью? Интересный факт. В сериале частенько менялся состав актеров, что немного смущает верных фанатов. Дигангана Сурьяванши из-за разногласий с продюсером. Я советую посмотреть этот сериал, потому что здесь очень много любви, драмы, закрученный сюжет, немного магии и мистики, интриг, красивые актеры. А главное, что у сериала есть нестандартный финал, и пусть даже чересчур скомканный и странноватый. Сита и Рама. История сериала начинается с переживаний правителя Джанака. Он не имеет детей, о чем переживает вместе со своей женой. Помимо этого, в царстве за 12 лет не упало ни капли дождя. Посоветовавшись с гуру, правитель выливает плуг из чистого золота и начинает пахать иссохшую землю. Вскоре Джанака находит в земле корзинку с младенцем, и с первым его вздохом на землю проливается дождь. Этот сериал лишь ступенька к тому, чтобы познать огромный мир индийской культуры и одного из самых важных эпосов Индии – Рамаяны. Сита и Рама – это история, которую стоит пересматривать, хотя бы потому, что восприятие мудрости некоторых постулатов древнего эпоса может уберечь кого-то от необдуманного шага, заставить задуматься о том, как важно сохранить хрупкую человеческую жизнь и мир, в котором мы живем. Фильм очень красив. Пейзажи как будто сошедшие с полотен Рериха. Актеры с лучистыми глазами и с совершенными лицами и фигурами. Изумительные по цвету и декору костюмы. Фантастическая архитектура. Этот изобразительный ряд завораживает. Все действо сопровождается непрерывной индийской музыкой, однообразной и ровной, независимо от того, сопровождает ли она сцены битвы или любовные признания. А еще мне очень нравится отсутствие агрессии в действиях Рамы и Ситы. Этот сериал поистине погружает в философию индуизма, зовущий человека к самосозерцанию и духовному погружению. Рекомендую. Махабхарата. В центре внимания данного сериала два рода – Пандавы и Кауравы. Они принадлежат к одной династии, однако соперничество между ними не знает никаких границ. Род Пандавы олицетворяет в себе светлое, доброе, божественное начало, в то время как род Кауравы – это сосредоточение зла, зависти и подлости. Соперничество между двумя ветвями одной династии происходит за власть, богатство, владение столицей страны Хастинапур. После того, как старший и мудрейший из рода Пандавов становится царем страны, ненависть и злоба Кауравов переходят все границы. У них появляется подлый и коварный план. На протяжении всего сериала прослеживается понятие дхармы – пути каждого человека, который он должен выполнять. И когда люди перестают надлежащим образом ей следовать, то происходят страшные сражения, где сходятся родственники, разделившиеся на праведников и отпетых негодяев. Причем на стороне негодяев путем уловок оказываются и добропорядочные, но сбитые с толку люди. С первых серий сериал может показаться скучноватым, но когда сюжет начинает раскручиваться, то оторваться от просмотра уже невозможно. Игра актеров блистательна, декорации изумительны. Древняя мудрость из этого сериала может изменить всю вашу жизнь раз и навсегда. Именно поэтому я очень советую посмотреть данный сериал. Цвета страсти. В маленькой деревне Бирпур, в которой ежегодно проводят свадьбы и выдают девушек замуж за границу, одной из этих невест становится главная героиня Парвати. Во время свадьбы офицеры раскрывают правду о незаконной перевозке оружия из-за границы вместе с караваном. Это очень интересный, захватывающий и оригинальный продукт индийского кинематографа. Он снят в лучших традициях индийского национального кино. Здесь красивые главные герои и в то же время противоречивые, яркие личности с четкими высоконравственными жизненными принципами, а также интересные и запоминающиеся персонажи-злодеи. Я не буду много говорить о главных героях, скажу только то, что они достойны внимания и уважения. Это касается и остальных персонажей, все они очень живые и настоящие. Индийские сериалы обычно очень сильно затянуты, именно по хронометражу.
Здесь же всего 189 серий, и каждая из них наполнена глубинным смыслом. Гарантирую, что этот сериал не оставит вас без эмоций. Бог богов Махадев. Сериал основан на древних индуистских текстах, поэтому у него однозначно глубокое содержание. Но интерпретация этих текстов дана в обычном стиле индийского кино. Все красочно, актеры красивые, упор на внешность, чувства, эмоции, тема любви, привязанности и отношений постоянно в центре внимания. Сразу предупрежу, что этот сериал не на 1 месяц и может быть даже не на 1 год. Хоть серии короткие, в основном минут по 20, но все равно их более 800. Здесь очень много полезных философских диалогов о жизни, загробном мире, о том, как поступать в той или иной жизненной ситуации. Из некоторых серий можно прямо выписать в тетрадку шедевральные и правильные мысли. Актер Мохит Райна, исполняющий главного героя Шиву, сам шиваит, из семьи шиваитов. Он играл бессменно во всех сериях. В общем, истории не иссякают, каждый раз что-то новое, поэтому смотреть интересно и полезно. И пусть моментами компьютерная графика вызывает серьезные вопросы, все же создатели сериала блестяще справились со своей задачей. Каждый неравнодушный зритель увидит в их работе что-то свое. Кому-то будут интересны любовные и личные переживания героев, кто-то воспримет сериал как шанс поближе познакомиться с индуизмом, восточной философией. Будут и те, для кого сериал окажется просто красивой сказкой о главном в жизни. И последний сериал на сегодня – Махакали. Конец – это начало. Это история о самой страшной и загадочной индийской богине – Кали. Некоторые организации почитали ее как богиню всего плохого и приносили ей кровавые человеческие жертвы. На самом же деле гирлянда черепов, висящая на шее богини, означает череду человеческих воплощений, а синий цвет – это цвет бесконечного космического. Сериал основан на индуистской мифологии и рассказывает о том, что Кали действительно символ разрушения, но она разрушает невежество и поддерживает мировой порядок. Такие сериалы имеют мистическое влияние на события жизни. Пока его смотришь, жизнь и события фильма находятся в резонансе между собой. Ум получает пищу для размышлений, восприятие настраивается, соответственно, и события обыденной жизни раскрываются по-новому. Сериал является в том числе и метафорой жизни современной семейной пары и дает подсказки, как создать сплоченную семью. В общем и целом рекомендую к просмотру взрослым и осознанным зрителям. Тут точно есть чему научиться. Дорогие любители индийской культуры, это были все сериалы на сегодня. Если вы остались довольны нашей подборкой, то советую также посмотреть наш плейлист с топами индийских фильмов и сериалов. А какая картина из сегодняшней подборки вас заинтересовала больше всего? Напишите в комментариях. Также, пожалуйста, не забудьте поставить данному ролику лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. До встречи!